Всем привет на этом канале. Так, наша Санта-Барбара по ремонту коробки медленно продвигается к концу. И начинаем собирать коробку. Самое ответственное дело правильно ее собрать, чтобы потом не иметь проблем. Итак, с чего начинаем? Так, все показываю последовательно, как буду делать. Сразу смотрим вот на эту большую шестерню вала разблокировок. Вот разблокираторы, вал разблокировок, центральная шестерня, большая, здоровая. Возле нее шестеренки разблокираторов. Если потянуть за разблокиратор, то шестерня разблокиратора выходит из зацепления внутреннего центральной шестерни. Так вот, нас интересует именно эти шестерни разблокираторов, чтобы они при сборке коробки стали ровно относительно шестерен вала конечной передачи. То есть, чтобы зубы полностью зацеплялись и не было смещения влево-вправо. И получилось у нас так, что зуб зацепляется не полностью. Контролируем эту ситуацию, чтобы с одной стороны полностью зубы зацеплялись, чтобы с другой стороны зубы зацеплялись. Если вдруг они не зацепляются, что делаем? Проверяем люфт вот этого вот вала главной передачи. Он есть, но небольшой, не больше миллиметра. Можно его, конечно, устранить, можно оставить. Но он тут немножко и должен быть, потому что вот на этой втулке центральной эта половина вала проворачивается относительно этой половины вала. То есть этот вал с двух половин крутится в середине этой втулки. Так вот, проверили. Зацепление тут и тут на этих двух шестернях полное. Если вдруг не полное, начинаем регулировать. Чтобы сместить тот вал немножко влево, немножко вправо, у нас есть регулировочные болты в этих крышках. Эти крышки, это есть крышки подшипников вала разблокировок. Значит, надо подвинуть вал немножко в сторону. Здесь закручиваем, с той стороны выкручиваем. Надо подвинуть в другую сторону, значит наоборот. Тут выкручиваем, с той стороны закручиваем. Для того, чтобы отцентрировать этот вал правильно, закручиваем на крышке один регулировочный винтик. Как только он коснется вала, вал начнет шевелиться. Крутим, крутим. Зашевелился. И отпускаем на одну грань болтика. Сильно зажимать не надо, потому что зажмутся подшипники. И тогда они долго не проходят. И с другой стороны точно так же. Подводим, подводим. Как только вал зашевелился, отпускаем на одну грань. Зашевелился, на одну грань отпустили. И все. И контрагаем эти регулировочные винтики. Проверяем, свободно ли ходит у нас вал. Свободно, нигде не закусывает, нигде не тормозится. Все в коробке должно ходить свободно, не тормозиться. Если кто-то где-то что-то тормозит или закусывает, значит, что-то мы сделали неправильно. Еще раз после регулировки проверили, совпадает ли у нас шестерни. Совпадает, все хорошо. Контрагаем болты регулировочные, и этот вал у нас отрегулирован. Центральная шестерня вала разблокировок у нас отцентрирована. Теперь по ней центруем промежуточный вал, то есть вторичный. Так центруем, чтобы вот эта вот большая шестерня, которая по центру, полностью ходила в зацепление, не была смещена относительно шестерни вала разблокировок, который мы уже отрегулировали. То есть этот вторичный вал регулируем по тому валу разблокировок, который уже отрегулирован. То есть все идет по порядку. Сначала регулируем вал разблокировок, а потом по нему регулируем вторичный вал, то есть расположение вторичного вала. Смотрим, чтобы шестерни зацеплялись полностью, и запрессовываем подшипники с одной стороны, с другой стороны. Вал, соответственно, собираем. Подшипники прессуем до конца, и левый, и правый, так, чтобы между шестернями не было зазора, потому что в процессе работы шестерни могут отойти, и тогда наша регулировка собьется. То есть вал должен быть стянут, шестерни друг к другу должны прилегать плотно. Вот моя наваренная шестерня чудесно соприкоснулась с соседской. И теперь смотрим на подшипники. Берем линеечку и притуливаем к боковому подшипнику. Подшипник должен стоять вровень с корпусом коробки, потому что мы его потом прижмем крышкой. Потому что если он будет утоплен в серединку, то он в процессе работы может выехать. Опять же регулировка собьется. Если он будет выступать над корпусом, то мы просто крышку не прикрутим. А если и прикрутим, то мы крышкой его подвинем вовнутрь. Опять же собьем регулировку. То есть смотрим, чтобы все было вровень. Тут даже чуть-чуть не вровень. Значит, берем молоточек и делаем вровень.
Вот теперь вровень. Ту же процедуру проводим с другой стороны, с другим подшипником, чтобы все было вровень. Если мы подшипники садим до конца и вровень у нас не получается, то под этот подшипник, который с правой стороны, не со стороны сцепления, с другой стороны, можно подложить прокладочку по внешней обойме. Если у нас так получается, что мы шестерни стянули, подшипники посадили, значит, до конца, а у нас этот подшипник утоплен. Если он утоплен, значит, под внешнюю обойму ложим прокладочку, колечко, чтобы когда крышка боковая притянется, этот подшипник уже никуда не двигался. Под внутреннюю обойму ложить никаких прокладок не надо, потому что зажмете подшипник, опять же, долго не проходит. Проверяем этот вал на то, как он легко крутится и не люфтит ли он. Если подшипники разбиты, будет люфтить. Так, люфта нету. Шестерни притянуты, крутится свободно. Шестерня центральная относительно шестерни вала разблокиратора отцентрирована, и зубы прилегают полностью. Все, хорошо, справились. Давайте с этой стороны посмотрим. Вот шестерни соприкасаются полностью. Ни влево, ни вправо шестерня не уехала. И между этой шестерней, новой, которую я варил, и шестерней вала разблокировки есть небольшой зазор. То есть шестерня об шестерню не трет. Потому что можно вал загнать до такой степени, что эти две шестерни будут вот здесь боковинами друг об друга тереться. Нам такое не надо. Должен быть обязательно зазорчик, и он у нас есть. Еще раз контролируем, вал не люфтит, все хорошо. Ставим третий вал. Теперь настал тот радостный момент, когда мы будем впихать невпихуемый, то есть первичный вал. Вал пихаем с правой стороны блока. Сразу туда в серединку забрасываем набор шестерен. Как они должны стоять, надо запомнить или перед разборкой сфотографировать, чтобы не перепутать стороны. Но если вы даже стороны перепутаете, то потом у вас вилочки не попадут. Придется опять все разбирать и ставить так, как надо. Вот эта вот большая шестерня ставится, соответственно, разрезным кольцом тормозным к стенке блока. Вот так вот. Все. И теперь впихуем вал. Только не забываем, что у нас там еще должно стоять стопорное колечко, которое надо поставить. Вот оно, зараза, это колечко нудное, которое сложновато туда поставить, но надо его сейчас поставить, и я его поставлю. При установке шестерни, в которой находится распорное кольцо, желательно, чтобы замок кольца попал напротив отверстия, куда будет входить ось, которая с квадратиком, которая раздвигает это самое колечко. Даже если не попадете, потом все это можно поправить отверткой. Но чтобы лишний раз не мучиться, желательно сразу приблизительно поставить все так, как надо. Стопорное кольцо на месте, и теперь ставим последнюю шестеренку. Все, установили. Все, теперь все валы у нас на месте. Тот зуб, который до половины отломился, я не наплавлял, думал наплавить, потом передумал, потому что он и так, в принципе, нормально работает. Нигде ничего не закусывает, нигде ничего друг на друга не набегает. В общем, должен работать и ползуба. Ну, а теперь осталось нам поставить вилочки с осями. И это самое трудное в сборе коробки, потому что постоянно выпадает шарик и теряется. Из всех этих работ самое паскудное — это поставить эти вилочки с этими вечными шариками, которые выпадают. Вечно падают в карте, попробуй их там найди. В общем, целая эпопея. Ну, я нажимаю вот так вот отверткой, а потом поправляю ползуночек, забиваю. И он заходит. Но это так он у меня сейчас красиво заходит, потому что я все уже к видео приготовил. А вообще, работа эта, блин, капец какая муторная и паскудная. Не всегда этот шарик нормально попадает. Начинаются проблемы. Начинает этот шарик теряться, его надо искать. В общем, работка, я вам скажу, так себе. Все, поставили вилочки. Дело сделано. Осталось за малым. Все дособирать до конца. Собрал я все. Поставил две боковые крышки. И тут у меня начинаются проблемы. Какие? Вот видно, есть люфт шестерень. Но люфтит она не на вилочке, а люфтит сама оська. И так они все три делают. И вот сейчас надо понять, в какую сторону ложить регулировочные шайбы. Ну, начнем с повышенной и пониженной. Смотрим, как у нас шестерни зацепляются. Вот наша шестерня повышенной и пониженной.
Если к сцеплению оттягиваем валик, получается шестерня у нас зацеплена не полностью. Если от сцепления полностью, значит что? Значит нам надо положить шайбочку сюда. Снять эту крышку и под эту крышку, под эту оську положить шайбочку, чтобы оська сюда не отъезжала. Теперь смотрим две другие оськи. Вот у нас шестерня зацепляется. Если в эту сторону, вроде как не полностью зацепляется. В эту сторону полностью, значит тоже шайбочку надо ложить со стороны сцепления. И смотрим третью оську по той шестерне, которая у нас сломалась. Если в эту сторону шестерня зацеплена не полностью, а в эту полностью, значит нам надо ложить шайбочку с другой стороны. То есть на две оськи со стороны сцепления, а на эту оську со стороны там, где сцепления нет. И вот так вот добавляем прокладочек, пару штучек, так, чтобы было вровень с корпусом коробки, если вилочку отодвинуть в противоположную сторону. И все, и закрываем крышку. И теперь осевой разбег осей у меня отрегулирован. Это еще средняя я не регулировал с той стороны. Вот так вот она бегает. А эти отрегулированные уже не бегают. Все, сейчас снимаем ту сторону, ту крышку другую. Ложим прокладки, регулируем эту оську. И на этом все, коробку можно закрывать. Она отремонтирована почти. Там еще одна регулировка осталась. Сейчас мы до нее дойдем. И надо еще отрегулировать вот этот вот винтик. Что он регулирует? Надо идти сюда, в это окно. Винтиком этим надо отрегулировать положение вот этого вот шарика, чтобы он не был сильно высоко, как сейчас. И не был сильно низко, потому что если сильно высоко будет выскакивать, а сильно низко будет переключать сразу две вилки. Так вот, крутим эту крутилочку, регулировочку, и добиваемся такого положения шарика, чтобы он переключал только одну вилку и высоко не поднимался. Вот так вот. Вот правильное положение. Когда опускаем вниз, он будет переключать другую вилку вверх, верхнюю вилку, но при этом не должен задевать нижнюю вилку. Вот тут между вилочкой и поводком шестерни зазор не должен быть больше, чем полмиллиметра. Потому что если будет больше, опять же шестерни будут бегать. Опять же плохое зацепление. Но я везде проверил. Износ на вилочках есть, но очень небольшой, поэтому менять я их не стал. А это те 4 зуба, которые я из картера вытянул от шестерни. Ползуба не нашел, его, наверное, в пыль размолотило. И еще нашел гровер какой-то ржавенький. Не мой, мои гравера все на месте. Это, наверное, бонус с Китая мне был 13 лет назад. Этот гравер под зуб я не попадал, потому что на нем следов нету, повреждений. Так что это не он под шестерню залетел, чтобы у нее зубы повыламывать. Но гровер это, я так понял, с покупки еще лежал в картере коробки. И так 13 лет там и лежал. Заливаем маслецо в коробочку. Заодно, чтобы все смазывалось. Все ползуночки, все оськи, все шестереночки заливаю я через верх. Пока он там до низу пробежит, все на своем пути смажет. Оськи особенно надо хорошо смазывать, потому что по ним ходят вилочки. Если оськи не смазаны, то туго переключается передача. Уровень масла в коробке должен быть такой, чтобы вот эта вот втулочка до половины хотя бы была в масле, то есть купалась в масле, потому что на этой втулочке крутится эта половина вала и эта половина вала. И если эта втулочка в масле не купается, то, соответственно, она очень плохо смазывается, и тогда идет повышенный износ. Тут сейчас уровень явно маленький, но еще не все сбежало, посмотрим, что получится. Но и так вижу, что литру надо доливать. Долил я масло, и вот теперь уровень правильный, втулочка купается в масле. Теперь все хорошо, вот так и должно быть.